Что, значит, чай говоришь? Конечно, болгарский чай. Сейчас мы его приготовим. Чайник где? Самовар где? Вот он. Казан? Казан. А как чай же? в казане? Болгарский чай только в Казане готовится. Только в Казане. Ну и то правда, а что на самом деле? Хочешь шурпу, значит, отдельно. Хочешь чай, значит, отдельно устройство. Что еще захочешь? Там молоко попить, значит, нужно еще отдельное. Казан самая универсальная посуда. Самая универсальная вещь, предмет. Тут не знаю, как его назвать. Просто супер. Вот наливаем мы примерно литр холодной воды. Закрываем крышкой. А без крышки не закипит. Казан так устроен, что без крышки не закипит. Знаешь ты об этом? Да. Болгарский чай – это эволюция татарского или степного еще, говорят, чая. Вот, чтобы чай был хороший, надо насытить воздухом воду. И закипит равномерно, и вкусный будет. Этот чай очень полезен. Раньше что полезно, что полезно? Ну, вода и вода. Попил и все. Нет, не только вода. Не только вода. Тут 4 ингредиента как минимум. 4. Рассказывай, я записываю. Вот нам понадобится травяной сбор, чай с травами, которые собраны здесь. Вот в округе. В округе. Обязательно надо будет масло. Ну, чай с маслом, это все понятно. Ну, что, все. Чай жирный. Опять шурпа. Ну, примерно. Чай должен быть сытным и Чай полезным. сытным должен быть. Татары говорят, не пьем чай, а кушаем чай. Почему? Потому что, когда мы чай садимся пить, полный стол выпечки различной, и обязательно чай будет сытный. Обязательно там будет молоко. Обязательно будет молоко. Чай с молоком. Молоко есть? Есть, конечно. Конечно, вот. А что воду налил тогда? Что, не мог сразу молоко налить? Не, тут надо все в меру. Как говорил Джавахарлал Неру. Ну уж нет, уж если пить, тогда сыто, сказал Никита. Сказал Никита, да. А в чае много витамин, сказал Хашимин. А что у тебя там вместо витамин? Вот это вот красная линия всей татарской кухни. Красная линия. Это мед. Мед? Это мед. Что-то я там еще вижу у тебя, друг мой. Ну, это чуть попозже. Секретное блюдо, самое статусное, самое вкусное блюдо татарской кухни. Одно из самых... Ну, самое вкусное я знаю, это эчпочмак. Как мы говорим, эчпочмак – это закуска к чаю. Это к чаю просто. Эчпочмак, перемеш, кыстыбый, каштале, щак-щак, баурсак – это все то, что должно быть на столе татарского чая. Чего ж ты худенький такой, а? Так приходится-то изучать историю, больше корпеть над книгами. Кто-то успевает кушать, а я только успеваю готовить. Я приготовлю, все скушают. Вот говорят, бывает татарское счастье, а это вот татарское несчастье. Он готовит, пока вернулся к книгам, уже все съели. Вот в том и дело. Так, у нас вода уже подходит, сейчас она закипит. И пока дождешься твой чай, буду вот дрова подбрасывать. Слушай, аппетит нагнал, говорит, татары. Татары То сперва кушают, нагонят... это кушают, а сам одну воду вскипятить не могут. Сейчас мы заливаем молоко. Молоко заливаем. Ну, я отчасти понимаю, здесь дело не в экономии. Если вот в казан такое неконтролируемое пламя, дрова-то могут загореться как угодно. И если нальешь чистое молоко, оно может и пригореть. Да. Да, закипит, пригорит, молоко пригорает. Пока вот со степным чаем мы роднимся. Сейчас вот так опять же мы нагоним воздуха туда. Всегда так будешь мешать или... Нет, сейчас мы закроем уже. Эх, вот если бы ты всегда мешал, вот тогда было бы вкусно. Я объясню почему. Сейчас молоко начнет кипеть, будет образовываться пенка.
И в пенке соберется что? Все самое вкусное. Белок, жир от молока, который есть. Там же... А если всегда мешать, нет, ты руки спалишь. Не будет. Руки спалишь. Вот здесь нам немножко пенки-то и надо будет. Как раз. Пенка нужна? Да. Буквально ненадолго мы закрываем. Ох, я бы не закрывал. Сейчас как закипит, как побежит пенка. Я бы не, Ох, я бы не закрывал. Максимально 1 минута, даже меньше. Итак, следующий шаг мы должны просто подготовить. Не жалейте заварки. А мы ничего жалеть не будем. Знаешь, наверное, очень многие народы, которые традиционно пьют чай, вот пришли к такому способу употребления чая. Например, в Индии есть масала-чай. Вот тоже бросают черный чай, много специй, но в Индии это родина специй. И 20 минут варят. Еще и сахар добавляют. А ты вместо сахара, значит, сахара не было у татар. Дефицит, а мед сколько хочешь. Вот жизнь была. Аль-Гарнати пишет, меда у них настолько много, и он у них дешевый. Были богатые лесные угодья, а это богатые угодья для ведения бортничества. Вот она, подошел. Ага. И теперь наш чай. Опять же мы делаем такие движения. Чай должен раскрыться. Здесь вкус должен раскрыться у чая. Видите, какой он цвет приобретает? Это понятное дело. Что вообще, наверное, красный станет. Еще меда, когда добавишь, ох, будет золото, а не цвет. Вот добавлять мы будем пока не мед, а добавлять мы будем сливочное масло. О, хорошо. А вот можно чай туда налить, в эту косушку немножко. И масло растает и туда. А что ее потом помоешь и куда пойдет? Так и делай. Я вот из этой косушки буду пить чай. Вот этот чай из чего пьют? Из косушек? Да. Вот я из этой буду пить. Чай пьют из косушек. Она хорошо промасленная. Чай пить из чашек с блюдцами, это татары переняли от русских. Вот тебе и на. А я всегда думал, что вот татарин с блюдцем это вот самый такой правильный образ. Это 19 век. Пили из косушек. Ну и теперь самое главное. Здесь это мед. И самое главное здесь не переборщить с медом. Ну а что, послаще будет, вкуснее же. У нас будет еще тоже сладкое будет. Слушай, у меня вот такое впечатление. Ты там молоко положил, вот это масло положил, чуть-чуть муки добавь, и у тебя получится торт в казане. Примерно. Я же говорю, он же должен быть сытным. Итак, мед мы добавили. И согревающим. Погодка у нас осенняя. И прям вот... И вот как раз вот этот чай что надо, и не даст нам замерзнуть в такую сырую погоду. Глинтвейн. Научились тоже мне. Нет бы чего-нибудь хорошего. Вот она. А теперь чай без того, что чего-то к чаю, Да, это невозможно. Чё к чаю? А будем мы самое вкусное, самое полезное, самое статусное блюдо татарской кухни. Бал-май. Бал-май. Бал. Мед, май, масло. Май, масло. А что будешь добавлять к маслу и к меду? Любовь. Давай. Свою любовь Давай. Только хорошо добавляй, не жульничай. Вот сколько масла взяли, столько мы берем меда. А мед вот такой уже вот, ну, постоявший, да? Неважно. Можно и жидкий? Можно и жидкий взять, можно и такой уже немножко, его называют не старый, правильно, а
Зрелый. Зрелый. Мы взяли мед, масло. Вот сколько меда, столько и масла. И начинаем что делать? Видите, мы начинаем его размешивать вот таким образом. Ну все уже смешал же. Что? Нет, еще. Перебери. Надо до однородной массы. Сейчас вот в начале он перемешивается тяжело. Тем более, что зрелый мед, хорошее масло. Кстати, если масло плохое... А подогреть? Не надо, не надо. Максимально мы могли мед просто подогреть, а мы на улице на водяной бане. Вот мы смешали его. Скажи, пожалуйста, Ренат, дорогой, в чем смысл вот этого лакомства, угощения? Ну, масло всегда есть, мед всегда есть. Возьми на хлеб, намажь, ой, как вкусно получается. Вот если просто масло намазать на хлеб, а сверху мед, Да. то вкус совсем другой. Совсем Правда? другой. А сколько хранится такой балмай? Такой балмай в холодильнике может храниться до 1 года. Просто без немножко- холодильника ведь это Без же- холодильника, ну просто при Слушай, он комнатной на самом деле температуре. жидкий становится. Он на самом деле становится жидкий. Смотрите, вот он Это что это становится такое? Как- мягким. Как родилось это блюдо? В средние века не было, Миксеров? нет, не было холодильников. А продукты питания хранить надо было. Ну, вообще мед идеальный консервант. Вот А сливочное это- масло такая штука, которая быстро пропадает. И вот вместо холодильников были огромные кувшины, которые назывались хум. Ну да, хум и по-узбекски хум тоже. И вот заготавливать масло впрок, чтобы хватило до следующей заготовки, начинали в начале августа, либо в середине августа. В это время же как раз и Мед. качали мед. Обмазывали стенки сосуда медом, на дно немножко меда. И слоями мед, масло, мед, масло, мед, масло, мед, масло. Мед становился зрелым, твердым. Его отслаивали от масла, брали масло. Масло так хранилось до 1 года при температуре +6. И Дай попробовать. Дай попробовать. Еще не готово, Нет, еще. вот у тебя на крае там вышло. вот из технологии этого хранения... Хлеба не хватает. Хлеба не хватает. Как же булгарская земля без хлеба? Сейчас хлеб, Нож есть? это сейчас режут. А в те времена, большинство тюркских народов, к которым относятся волжские болгары, сейчас их называют поволжскими татарами, хлеб ломали, надламывали. И вот, бисмиллахир-рахманир-рахим, ломали вот таким образом. Вот. Ух, а хлеб какой. И вот на такие вот надлом, Хлеб чтобы какой. в сторону Всевышнего, к небу. Балмай подавался только по особым случаям. Я же говорю, это статусное блюдо. Подавали его, когда приглашали гостей на знаковое какое-то событие. Ребенок родился, новоселье, свадьба. Молодожены встречали балмаем. Не мед и масло по отдельности, как сейчас некоторые Не делают. хлеб и соль. Не хлеб и соль, а балмай. В первую очередь балмай и хлеб. И вот желали таким образом... Эх, жениться, что ли? Ну, мусульманам можно. Так вот, желали таким образом сытную и сладкую жизнь. Молодожены съедали по кусочку хлеба с балмаем, Так. а потом раздавали весь хлеб и балмай, угощали гостей. Я вообще, у меня так, вот я сколько изучаю тюркские кухни, наши десерты, наши сладости, ну, вот возьми там пахлаву, там, возьми чак-чак, всегда состоят из одного и того же. Это пшеничное зерно, это мед, либо, ну, в каких-то случаях сахарный сироп и масло. Все сладости наши состоят. Давай. Это же сок, Дай сок кусочек жизни. хлеба, хочу попробовать, пожалуйста. Дай кусочек. Кусочек хлеба. И И вот сюда. балмай.
Слушай, это ты очень жирно положил. Не, я за то, чтобы жизнь была сытная и сладкая. Я за то. Я сейчас одну хитрость еще скажу. Давай, за твое здоровье, Ренат, дорогой. Давай. Угощаемся. Горько кричать не будем, нет? Нет, не будем. Потому что я еще не рассказал историю подачи до конца. Шикарно. Шикарно. Песня. Вот я люблю торт Наполеон. Но это же лучше. Ну это же лучше. Ну это естественно. Рассказывай. Угощали гостей. А потом Балмай забирался. И ждали от гостей подарки. А вот какой подарок самый лучший? Сделанный своими Своими руками. или книга лучший подарок? А если книга сделана своими руками? О, приятно поговорить с умным человеком. Сразу видать ученый. Ренат, дорогой, вот книга, сделанная своими руками, книга номер 10 Ух ты. моего авторства. Самая новая, самая лучшая. Но мы сейчас поучаствовали в съемках книги, которая будет еще лучше этой. Потому что эта книга будет о татарской кухне. В общем, Ренат, в этой книге описано несколько блюд из пшеницы, меда и масла. И также из пшеницы, точнее говоря, из муки, мяса и лука. Другое такое вот общее евразийское сочетание, без которого, по-моему, ни один народ не живет. Ну это и делают тюркоязычные народы родными. Слушай, соловья Одной баснями семьи. не кормят. Налей чаю, а, пожалуйста. Ну, чай у чай- тебя сытный получился. Чай наконец-то уже готов. Балмай у нас готов. Вроде бы все то, что необходимо к чаю. Так, Рахмат. вот такой чай, вот такой балмай и такой хлеб. И никакая болезнь не страшна. Какая болезнь, слушай. Жизнь только начинается. Какие болезни? А с таким чаем и с таким балмаем оно веселее начнется еще. Я думал, что я кулинарный писатель с опытом. И могу подбирать слова для описания тех или иных вкусов или ароматов. Ну вот и настал тот день, когда я попробовал нечто, для описания чего слов у меня нет. У меня сердце чаще забилось. Потому что, по всей видимости, предки очень многих из нас кушали вот так. Хлеб какой-то, и вот чай с молоком, с маслом. С тем, что было самое лучшее. Самое Что было натуральное. самое лучшее, то вот подавали гостям. Это, конечно, не на каждый день. Либо на особый день. Либо когда прохладненько, когда осень наступает. Либо когда встретились два человека, которым суждено стать хорошими, добрыми друзьями. Рахмат. Рахмат, дорогой. Ахмед Кельянычин, то, что приехал, давно хотел встретиться. И вот нежданно-негаданно Всевышний просто услышал. И Спасибо, Здесь. Ренат. Спасибо. Приятного аппетита. Успехов. спасибо. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда.
Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа. Каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп. Борщ, лагман. Одним словом, все есть 5 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень, очень рады.